Прага совершенно как произведение искусства. Ее рисовать – это была бы тавтология. Москва несовершенна. Особенно та Москва, в которой я родился и вырос. Художественный словарь мой сформировался там. Поэтому вот все эти домики, и что я рисую, или окошки, или это высотный дом, который там виден из окна, это все превратилось уже в образы. Поэтому этот словарь был полностью достаточен для того, чтобы мне высказать то, что я хочу высказать. Когда я был в Москве, я не был как бы отдельная какая-то единица. Здесь, в Праге, у меня возникла возможность раскрыться с большей полнотой как личности. Необъяснимое стремится воплотиться в геометрические формы, шелесты, шорохи и прикосновения. Я очень рад, что моя молодость пришлась на 70-е годы, когда в мировом искусстве возник концептуализм. Потому что концептуализм легитимировал в искусстве изображающем не только вот само изображение, но и поэзию, и философию. И для меня было огромным событием то, что в это время такое искусство существовало, и я мог реализовываться по всем этим трем направлениям вместе. Одна из первых моих работ, буквально первых, 1975 года, это лист, где было написано «Я могу изобразить». Да? И там было нарисовано «Я могу изобразить человека с собакой, там, яблоко, домик, дорогу». Но как изобразить жизнь души? Вопрос, который я сам себе задал в 1975 году. И, видимо, ищу на него ответ до сих пор. Одна из сравнительно недавних моих работ – это цикл картин, который называется «Душа Медузы» или «Любовь к философии». Он в России выставлен не был. Это такая реакция на трактаты о душе неоплатоников Прокла и Платина. Цикл использует абстрактный язык супрематический, то есть геометрические фигуры. И этот язык я использовал уже как готовый, можно сказать, музейный язык, но я супрематические фигуры анимирую, то есть придаю им иногда либо человеческие черты, либо животных. Соединения, которые в супрематизме и вообще как в высоком абстрактном искусстве невозможны. Это нонсенс. Это приложение к этому циклу, и это абстрактное изображение душ отдельных. Поскольку душу изобразить вообще и увидеть невозможно,
то здесь именно подчеркнуто, что это абстрактное изображение, оно недействительное. Здесь душа муравья, улитки, скворца, зайца, медузы и только душа одного человека. Внизу написано, где, в каком году и в каком месте произошла встреча с этой душой. Здесь это все очень четко обозначено. Соединение текста и изображения – это очень старая вещь в искусстве. А что произошло в концептуальном искусстве, и особенно в московской школе? Текст всегда существовал рядом с изображением, но существовал он в виде подписи музейной, названия картины. В 70-е годы это название, оно стало частью картины, оно вошло внутрь ее. Это очень сильная форма выражения, потому что все равно там остается цвет, там остается форма, композиция и так далее. То есть это те инструменты, которые работают на эмоцию, и одновременно это обогащается еще смысловой вещью, которая возбуждает работу зрителя. Некоторые вещи невозможно изобразить. Есть только текст. Первая вещь, которую я сделал, это был первый такой эксперимент в московском искусстве, это проект «Биография одинокого человека». Там только текст. Это как бы книжная страница. Радикальность этого жеста с формальной точки зрения в том, что все равно визуальность остается. В проектах для одинокого человека одиночество понимается исключительно как позитивное явление, и там прямо говорится о том, что вообще человек должен быть одиноким. Это программа, экзистенциальная программа сознательного одиночества. Это сознательное одиночество, не исключает человека из социума, но ощущение себя как отдельной монады там в этой программе очень важное. В принципе, каждый человек одинок. Он одинок, когда рождается, и одинок, когда он умирает. Это общая, как бы универсальная вещь, так же, как вот эта мечта или надежда о бессмертии души. Это было созвучно молодым людям. Это для меня было большое удивление, потому что мне казалось, что это так страшно связано с атмосферой 70-х годов. Нет, ничего подобного. Это как бы универсальная вещь, и это работает и сегодня. Интуиция открывает внутри тебя какие-то каналы, через которые ты можешь воспринимать мир, себя, вообще бытие, космос, Вселенную и так далее. Работает только в состоянии одиночества. Что касается картины «Длинная-длинная рука», «Длинная-длинная шея» и других как бы композиций с феноменом вот такой вот растянутости, резиновости, как я говорю. Это означает как бы продолженность самого себя. Ты должен свое тело и свой дух, и свои эмоции продолжить для того, чтобы что-то такое познать. Длинный нос, например, да? Там другой контекст, там ранимость. У человека, допустим, большой нос или какая-нибудь нога нелепая, длинная, или еще что-нибудь. Ты становишься для окружающих посмешищем, изгоем.
И вот это вот, так сказать, изгойство никуда не исчезает, это постоянно. И со мной, и, так сказать, и в моих работах его можно легко проследить. Эта работа уже этого года и называется «Мышиная серия». С одной стороны, это такая веселая и такая шуточная как бы серия. С другой стороны, если заглянуть в мои тексты, то можно обнаружить там дневник Филимона. Это мышонок, который живет под полом моей мастерской московской и рассказывает все, что происходит наверху. Я этому зверьку дал какие-то свои авторские черты. В общем, мышь какая-то важная персона. Поскольку это свежие вещи, то я не знаю реакции зрителя. Не то, что мне все равно. Нет. Никакому художнику не все равно. Но реакция зрителя – это просто отдельная от меня вещь. Она существует сама по себе, она важная в каком-то социально-культурном смысле, но ко мне она имеет очень такое опосредованное отношение. Урбе, Миле, Каро, Сассетта, Доминик Энгр, Карпаччо, Левитан, Фра Анжелика, Репин, Тинторетто, Эль Греко, Рубенс и Сезанн. Я не могу, например, сказать, что я написал какие-то стихи. Ничего подобного. Они вот есть в книжке, да? Просто в какой-то вдруг момент для меня совершенно неожиданно муза влетела в окно. И я просто сел и стал записывать. Эта муза летала в этой комнате максимально дней 10. Все. Дальше она улетела в это же окно, и все, исчезла. Больше я уже никакой строчки не мог написать. Что касается дружбы с поэтами, то это я был не оригинален, потому что единственное место, где они могли читать свои стихи и где была доброжелательная публика, были мастерские художников. И потом Ира, моя первая жена, на моих глазах она стала писать стихи. И это был огромный опыт, потому что я был первым слушателем ее. И не просто слушателем, я был первым ее критиком. Но, тем не менее, я научился понимать стихотворение изнутри, как оно сделано. То же самое произошло с моей второй женой. Потому что она, кроме того, что она историк искусства, она писатель. И я должен был каким-то образом, уж я не знаю каким, овладеть искусством редактуры чешского текста. Он мне может сказать, что это полная графомания или что-то в этом роде. А я ему тоже могу сказать, что это как бы какой-то кич идиотический или что-то в этом роде. Мы очень, очень твердо разговариваем. Конечно, мы и так не думаем. В этом немножко юмор. Но мы не очень такие как бы критики осторожные и как бы любезные. Ничего подобного. Что касается супруга, там проблемы большие. Но это бывает, потому что он просто работает постоянно. Он не знает другой тип как бы жизни, чем пойти в мастерскую и работать. Эстетическое изначально наличествует в эйдосах еще до того, как они воплощаются в вещи.
Я сам для себя понимаю эйдос как идею всего. В современном искусстве этим занимались Кирико и Малевич. Я говорю, что Кирико – это моя мама, а Малевич – это мой папа. Насколько я приблизился к такому очень отвлеченному и практически метафизическому понятию, я не знаю. Но я просто считаю, что я продолжаю традицию. Это притча о 5 Малевичах. На этой картине изображено только 4 Малевича. 5-й остается невидимым. Он как бы непознаваем. И он перешагивает через мальчика, который вот лежит вот так скорчившись. Это один из этих 4 Малевичей. Он перешагивает через свое детство. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Это его путь. Вот я не перешагнул через это. А он – да. Сам я для себя считаю, что вот это детство я в себе открыл благодаря переезду сюда. Я не ощущал себя эмигрантом. Но благодаря тому, что я сам себя выдернул из той почвы, в которой я рос, оказалось, что так существовать невозможно, чтобы эти корни висели просто в воздухе. И я интуитивно понял, что единственное, что мне остается и куда можно эти корни запустить, это мое детство. И вот был первый цикл «Дневник подростка», и потом цикл «Квартира 22», и другие работы, которые связаны с детством, не как воспоминание, а как с детством как феномен. То детство, о котором я говорю, это не советское детство. Хотя оно вроде бы так выглядит. Это детство трансцендированное, это детство вообще. Для меня это очень важно, именно этот момент, не связанный ни с какой ситуацией. Например, цикл «Квартира 22». Реальная квартира, казалось бы, в которой я жил, на улице Бахрушина, которая тогда называлась Лужниковская. Там были соседи разные и персонажи любопытные. Но это не советская квартира. Это человеческое существование в чистом своем как бы виде. Я отношусь к детскому как совершенно самодостаточному духовному этапу человека, когда многие вещи детскому сознанию открыты, и наоборот, он теряет их потом с взрослением. Это относится и к игре со словом, между прочим, а это цепляет уже и концептуализм, который без конца работает со словом. И прежде всего это относится к вообще пониманию жизни как таковой. За горизонтом сознания червяк говорит человеку «здравствуй». Я хочу напомнить рассказ Платонова, он называется «Железная старуха». И там мальчик, и у него в руке червяк. И он говорит: «Ты кто? Ты откуда?» И вот эта вещь для меня совершенно драгоценная с точки зрения понимания вообще мира и отношения его, и человека в мире. Вот это видение сознания во всем живом и неживом, и в предметах – это детский тип сознания. Очень редко, когда удается сохранить его во взрослом состоянии. Мне кажется, что в каких-то вещах мне это удается.
зайчик улетел, это именно это сознание. Когда что-то, что не может в своем принципе летать и улететь, это и есть, естественно, как бы метафора полета трансцендентная, необъяснимая, в тайну. И этот зайчик, который не может летать по своей природе, а он улетел. Вот эта возможность невозможного для меня, так сказать, очень важная в этом детском сознании. Как к такому сознанию вообще приблизиться? Я убежден, что только благодаря интуиции. Каким-то образом разработать стратегию, чтобы поймать это, невозможно. Существует образ очень точный вот этого феномена. Это образ солнечного зайчика. Вот если ты будешь пытаться шляпой его накрыть, этот солнечный зайчик, никогда тебе это не удастся, потому что его поймать невозможно. В конце концов, все и всякий становятся спиритуализованными. Все существование становится духовным феноменом. Комната на языке искусства называется интерьер. Слово «интерьер» означает «внутреннее». Таким образом, любое изображение комнаты есть метафора внутреннего мира, естественно, внутреннего мира человека. И чаще всего я изображаю комнату своего детства, поскольку это есть какая-то модель моего внутреннего мира. Для меня этот внутренний мир представляет собой абсолютную ценность, потому что внешний мир, он, как правило, враждебный, он противостоит этому внутреннему миру, который я должен сохранить и защитить. Этот внутренний мир любого человека, не только мой, он ранимый и поэтому нуждается в защите. Это и есть его душа. А это является одной из главных тем, которой я занимаюсь просто всю жизнь. Когда я приезжаю в Москву, я чувствую, что этот воздух не изменился. Вот он тот самый, который был во время моей юности и детства. Приезжаю я все-таки очень редко. Я наслаждаюсь, когда я приезжаю. Я обожаю московское небо и свет московский. Я его узнаю. Вот это еще ощущение именно касания души к душе этого города. А это, что такое душа этого города? Что это такое вообще? Где ее вообще? Можно пощупать, можно ее увидеть? Нет, невозможно. Это что-то иррациональное, но прикоснуться к этому можно. Это очень важное слово «прикосновение», потому что это есть основа всего. Можно только прикоснуться. Я, как говорю, с этим солнечным зайчиком поймать какую-то правду, какую-то идею, какую-то что-то невозможно. Только прикоснуться. Зайчик серый и ненастный, что ты ушки опустил?
Или в этот час несчастный ты почуял зов могил? Ничего не бойся, зайчик, смерти нет и нету сил, только легкое шуршание стрекозиных нежных крыл. Этим можете закончить.